В этом видео мы с вами решим сразу две проблемы при использовании сервиса N8N. Первая проблема, она касается, не знаю, большого количества людей. Смотрите, когда нам необходимо выбрать ту или иную модель для подключения к нашему AI-специалисту, типа, либо AI-ассистенту, либо AI-продавцу, мы иногда очень сильно зажаты в выборе модели. То есть мы, например, зарегистрировались в ChatGPT, не хотим регистрироваться там в Grok, не хотим регистрироваться в Perplexity, не хотим регистрироваться в еще где-то, потому что везде нужно как бы оплачивать отдельно за каждую модель, а это, ну, как бы и денег много уходит, во-первых, а во-вторых, нам необходимо регистрироваться во всех сервисах, где-то проходят платежи из России, где-то не проходят платежи из России, где-то нужно устраивать танцы с бубнами для того, чтобы пополнить наш API-кабинет. Здесь мы решим эту проблему, то есть у нас будет доступ ко всем существующим нейросетям, ко всем существующим моделям с помощью использования вот этого шаблона. Это первое. Значит, мы решим проблему с оплатой за API. И вторая проблема, когда мы создаем своих AI-ассистентов, нам необходимо было раньше, то есть до просмотра этого видео, вам необходимо было раньше продумывать заранее самому, как он, либо кто будет отвечать на тот или иной запрос. Например, у нас есть запрос для поиска в интернете. Логично, чтобы поиск в интернете осуществлял именно Perplexity, потому что я делал обзоры Perplexity, он лучше всех справляется именно с поиском в интернете. Он не говорит какие-то фейковые новости, он ищет именно то, что нам нужно. Для того, чтобы подключить Perplexity, необходимо было, соответственно, отдельно устанавливать роутер Perplexity, и, соответственно, он работал. Здесь же у нас будет динамический выбор модели, то есть сам наш AI-ассистент будет выбирать модель динамически. Нужен поиск в интернете, он подключает Perplexity. Нужно написать код, он подключает Claude 3.7 Sonnet. Нужно написать крутой текст, он подключает Claude 3.5 Sonnet. Нужно что-то найти в Твиттере, он подключает Grok. Нужно сделать какие-то рассуждения, да, чтобы это еще было не так дорого, он подключает ChatGPT O3 Mini High. То есть в зависимости от того запроса, который будет поступать нашему AI-помощнику, AI-ассистенту, он будет сам выбирать модель, которую он будет использовать для ответа на этот вопрос. Мне кажется, это очень важно. Также мы с вами пропишем промпт, который будет помогать AI-ассистенту выбирать ту модель, которая ему необходима. То есть выбирать именно динамическую модель для своего дальнейшего ответа. И самое главное, да, что в чем преимущество, вот, например, этого шаблона, что вы можете взять то, что мы сегодня сделаем, и вставить эти элементы в любой свой шаблон, то есть уже готового AI-агента. Например, AI-агента, который генерирует новости, генерирует идеи, генерируют посты для социальных сетей на основе новостей. Либо в нашего главного AI-ассистента. В него просто внедряется эта вся система и все. То есть вы одним этим видео решаете огромное количество проблем, которые связаны с шаблонами и работой в сервисах N8N. Поехали! Смотрите, у нас, как всегда, есть две возможности, как создать AI-помощников, который будет сам выбирать нужную вам модель для ответа. Значит, первый путь, самый простой. Вы просто нажимаете три кнопки, нажимаете Import from File, и после этого добавляете файл, в котором уже создан этот AI-помощник. Где взять этот файл? Этот файл находится в первом закрепленном сообщении под этим видео. Либо в разделе с описанием вы переходите в мой телеграм-канал, сначала попадаете в бота. Бот вам подробно рассказывает, как получить доступ к этому шаблону. Вы попадаете в телеграм-канал, где собрана база из промптов. Здесь больше 10 тысяч различных промптов для ChatGPT, для искусственного интеллекта, любого. Собрана база на английском, на русском языке. Есть, соответственно, разделы с вакансиями, есть базы таблиц, базы шаблонов для N8N, базы шаблонов для Make. Здесь собрана большая достаточно база, ну и, конечно же, чат для общения. Для того, чтобы попасть в этот телеграм-канал, необходимо перейти по первому закрепленному сообщению, либо в разделе с описанием. Там будут все инструкции, и, соответственно, вам бот расскажет, как взять вот этот вот шаблон, как его импортировать и как начать с ним взаимодействовать. Второй способ, он на первый взгляд кажется сложнее, но если вы сейчас внимательно посмотрите это видео, то вы сможете сами создать, соответственно,
соответственно, этот шаблон. Но единственное, вам придется досмотреть это видео до конца и обязательно поставить лайк и написать что-то в комментарии. Поэтому давайте сейчас пошагово я вам покажу, как реализовать и создать этот шаблон. Значит, для начала мы создаем новый workflow в сервисе N8N. Если вы еще ни разу не пользовались сервисом N8N, обязательно перейдите по первому закрепленному сообщению. Там будет подробная инструкция и подробные видеоуроки о том, как использовать, соответственно, сервис N8N. Нам необходимо назвать этот шаблон. Давайте назовем его тест динамик. Да? Тест динамик. То есть это тестовый динамический выбор AI-моделей. Вторым шагом мы выбираем, что будет запускать этот процесс. Если это у вас будет автономный AI-агент, то есть AI-агент, который работает, грубо говоря, сам по себе, то вы просто подключаете сюда к своему Telegram-боту эту систему. Я сейчас не буду подробно останавливаться на этом моменте. Посмотрите предыдущие мои видео про N8N, потому что я в них подробно рассказал, как подключить Telegram-бота к своему любому AI-агенту, главному AI-ассистенту, к продавцу, неважно. Я сейчас просто, вот если нам нужно, я просто вот этот вот элемент копирую и вставляю. Но я бы хотел пропустить эту историю, потому что она занимает большое количество времени, а в предыдущих видео я уже подробно по несколько раз об этом рассказал. Обязательно посмотрите предыдущие мои видео. Но смысл в чем? Что вы подключаете к своему Telegram-боту и на выходе будете получать ответы от своего Telegram-бота. Я же, чтобы здесь времени не затрачивать, я вам просто покажу старт. В качестве старта мы будем использовать сообщения, то есть мы можем просто вот здесь вот просто начать тестировать этого AI-агента, а дальше уже там взять с предыдущих наших шаблонов вот этот вот элемент, вот, например, с этого нашего шаблона возьмем этот элемент, который будет активировать нашего бота именно по сообщению в Telegram. К шаблону, который вы можете загрузить, я приложил и тот вариант. Вы можете использовать их как бы без разницы какой. То есть здесь необходимо только прописать свой API-ключ от своего бота и все. И он будет запускаться через Telegram. Я сейчас покажу, как он будет запускаться через сообщения, которые мы будем использовать здесь. То есть наша основная задача — это создать именно шаблон. А как мы этот шаблон будем использовать? Куда его будем интегрировать? Это уже как бы второй вопрос. Смотрите, значит, я выбираю, когда сообщение будет приходить в чат. Чат будет прямо здесь, то есть он будет прямо здесь, этот чат сохраняться, нажимаю «Сохранить». И следующим элементом нам необходимо выбрать бота, то есть нашего AI-агента. Мы выбираем AI-агента, здесь пока ничего не меняем. Нам необходимо только здесь прописать, соответственно, память. Это вот первое выбираем, когда приходит какой-то запрос, здесь тоже ничего не меняем. И здесь нам необходимо выбрать, соответственно, модель. Смотрите, во всех предыдущих видео мы с вами выбирали модели в зависимости от той задачи, которую нам необходимо выполнить было. Например, модель ChatGPT, модель Claude, либо модель там Google, да, без разницы. Модель Grok, вот она тоже здесь появилась. Но это не позволяет нам, то есть что для этого нужно? Нужно для каждого сервиса, для каждой нейросети прописывать API-ключи. То есть если мы выберем ChatGPT, то там нам необходимо, соответственно, прописывать этот API-ключ. Мне многие писали, как в личку, так и в комментариях, что у них нет возможности оплатить API-ключи там, с помощью ChatGPT. Claude принимает какие-то карты, ChatGPT не принимает. Как решить эту проблему? Я нашел решение. Мы будем использовать вот этот вот роутер, Open Router Chat Model. Значит, что он позволяет сделать? Он позволяет использовать безграничное количество, то есть все нейросети, которые сегодня есть. Новые, старые, которые только появились, которые еще в будущем только появятся. Grok, ChatGPT. Все использует, соответственно, в одном окне. Для этого нам необходимо создать аккаунт. То есть мы выбираем аккаунт. И здесь необходимо создать API-ключ. Значит, нам необходимо перейти на сайт openrouter.ai и здесь зарегистрироваться. Я обычно авторизацию прохожу через Google, то есть Google выбираю. И здесь необходимо, здесь смотрите, в чем преимущество. Здесь есть все модели, и доступ ко всем моделям осуществляется через API-ключ. А самое крутое, да, вот кто живет в России, меня поймут, что самое крутое, что здесь можно оплачивать, то есть мы можем оплатить не только своей картой, да, вы
выпущенной где-то. Но также мы можем оплатить и через криптовалюту, то есть оплатить криптой за использование моделей искусственного интеллекта. Мне кажется, это очень круто и многим просто зайдет. Комиссия здесь за оплату криптой вообще минимальная, а учитывая, что какой сегодня курс, это вообще просто сказка. Дальше мы создаем API-ключ, нажимаем Create, новый ключ, прописываем, соответственно, название, прописываем, давайте я себе второй ключ создам, N8N2, и прописываем, соответственно, кредитный лимит, например, это пускай будет $10. Все, мы копируем этот API-ключ, я все это замажу, потом копирую этот API-ключ и добавляю сюда. Так, давайте второй аккаунт создам, значит, копирую и добавляю, стоп. Вот, и добавляю, соответственно, этот API-ключ сюда. Нажимаю «Сохранить», и все. У меня создан второй API-ключ, который я могу использовать. После этого у меня в выборе моделей появятся вот эти вот все модели, которые сегодня есть на рынке, которые сегодня представлены на рынке. Это очень-очень-очень удобно. Значит, хорошо. Значит, давайте выберу вот второй аккаунт и для начала выберу модель ChatGPT O3 Mini High. Для чего я буду выбирать ChatGPT O3 Mini High? Она вроде бы стоит чуть дороже, но она позволяет из всех моделей, она позволяет делать рассуждения, то есть она рассуждает, в отличие от многих моделей, лучше, чем вот O3 Mini High, лучше, чем другие модели. Все, я выбираю ChatGPT O3 Mini High, здесь прописываю, соответственно, ее название, что это O3 Mini High, ну так, для себя, можно вот просто O3 Mini High, все, отлично. У меня прописана модель O3 Mini High, только неправильно ее название прописал. У меня прописана модель O3 Mini. Вторым шагом нам необходимо прописать промпт. Для того, чтобы наши динамические модели выходили не в каком-то хаотичном порядке, мы прописываем специальный промпт, который будет помогать, соответственно, этому AI-агенту выбирать нужный AI-агент, выбирать нужного помощника для определенных задач. Как это выглядит? Мы прописываем систему message. Здесь открываем, соответственно, этот промпт. Так, давайте его откроем. И здесь прописываем следующий промпт. Для начала промпт будет выглядеть так. Ты агент маршрутизации, твоя задача принимать запросы пользователя, решать, какая модель лучше всего подходит для каждого случая использования, который может возникнуть у пользователя. У тебя есть три модели, которые ты можешь выбрать для обработки запроса пользователя. Perplexity, OpenAI 3 Mini High, Anthropic Claude 3.7 Sonnet. Почему я выбрал именно три модели? Мы можем здесь прописать 4 модели, 5 моделей, 6 моделей, в зависимости от тех задач, которые вам будут необходимы. Но здесь важно учитывать, чем большее количество моделей мы будем прописывать, тем шанс того, что он может где-то там отдать неверный ответ, он будет увеличиваться. То есть моя основная задача — это выбрать несколько моделей, которые я бы хотел использовать. Мне вполне хватит OpenAI 3 Mini High, потому что эта модель умеет рассуждать. Perplexity для поиска в интернете, а Claude 3.7 Sonnet, потому что он круто пишет код. Можно там Грока еще взять, но это уже по желанию. То есть хотите — используйте Грока, хотите — используйте только эти три модели. Хорошо, мы выбрали эти три модели. Откуда мы будем брать эти три модели? Смотрите, тот сервис OpenRouter. Здесь есть возможность выбрать, соответственно, модель. Например, мы выбрали Perplexity. Да? Вот Perplexity, смотрите, сколько разновидностей разных есть у Perplexity. Мне нужен обычный Perplexity Sonar, который отлично ищет в интернете. И здесь у него прописано название. То есть мы просто копируем это название и прописываем его сюда, да, чтобы все было верно. То есть это у нас Perplexity Sonar. То есть мы его прописываем, Perplexity Sonar. Open3, ChatGPT 3 Mini High, 4 Mini High. Все, мы берем, копируем эти данные и, соответственно, прописываем, что это ChatGPT O3 Mini High. То же самое, Claude 3.7 Sonnet, либо любую другую. Например, Claude, да, вот Claude 3.7 Sonnet. Все, мы выбираем Claude 3.7 Sonnet, копируем и вставляем, соответственно, эти данные сюда. Вот он так и будет, Anthropic 3.7 Sonnet. Все, мы выбрали три модели. Дальше нам необходимо ему рассказать, в каком случае, когда выбирать ту или иную модель. Как мы это делаем? Мы дописываем промпт.
Каждая модель имеет свои сильные стороны и может дать лучшие ответы для определенных вопросов и команд пользователя. Давай разберемся в сильных сторонах каждой модели, чтобы ты мог выбрать ту, которая более либо лучше всего подходит для запроса пользователя. То есть мы, грубо говоря, ему говорим, что у тебя есть выбор из вот этих вот трех моделей для того, чтобы ты выбрал. Тебе я сейчас расскажу про сильные стороны каждой модели. И дальше мы прописываем сильные стороны каждой модели. Например, модель Perplexity Sonar. Сильные стороны. Для того, чтобы сформировать сильные стороны, модель Perplexity, мы заходим на этот же сайт, выбираем Perplexity Sonar. Смотрите, здесь есть информация, да, какие проблемы, соответственно, решает эта модель. Sonar легкий, доступный, быстрый, простой в использовании, теперь включает в себя цитаты и возможности настраивать источники. Он предназначен для компаний, стремящихся интегрировать легкие вопросы ответов. Оптимизирован для скорости. Но здесь ни слова нету про интернет, мы просто берем вот это вот и можем либо просто скопировать сюда вот всю эту информацию, что для каких задач он лучше, какие у него сильные стороны, либо можем сформировать свое. Например, у него есть быстрый либо встроенный поиск по интернету. То есть мы берем, вот копируем его сильные стороны. Я уже заранее подготовил это все я делаю через чат GPT. Встроенный поиск по интернету, возможность использовать цитаты, настраивать источники, можно искать данные в интернете в реальном времени. Все, мы прописали в каких случаях, либо не то, что в каких случаях, а почему модель Perplexity Sonar стоит использовать. И он дальше будет думать, использовать ее или нет. То же самое мы прописываем для двух остальных моделей. Прописываем модель OpenAI 3 Mini High. Опять заходим сюда, пишем Open 3 Mini High. То же самое берем. И, соответственно, вот эту вот всю информацию копируем и вставляем сюда. Но чтобы не копировать тупо и не вставлять сюда, я заранее выписал, что, по моему мнению, является сильной стороной OpenAI 3 Mini High. Вот. OpenAI 3 Mini High — это экономичная языковая модель, оптимизирует для сложных задач и рассуждений, подходит для ситуаций, где требуются тщательные, хорошо продуманные ответы с несколькими переменными взаимосвязи. И третья модель Claude 3.7 Sonnet. То же самое. Мы прописываем ее сильные стороны. Для этого либо у чат GPT, либо у того же Perplexity просим сравнить и рассказать нам о сильных сторонах Claude, да, Claude 3.7 Sonnet. Либо берем вот информацию отсюда, копируем и превращаем вот в такой текст. Все. Прописали, соответственно, сильные стороны Claude 3.7 Sonnet. В принципе, да, вот у нас сейчас практически готов промпт, но нам необходимо еще ему давать подсказку, то есть для того, чтобы он не просто по этому промпту действовал, а для того, чтобы он дальше выдавал нам ответ, соответственно, по этому промпту. Обязательно проверьте, как пишется модель, то есть мы название модели берем вот отсюда, копируем ее таким образом, для того, чтобы проверить, как соответственно, пишется тайная модель. Я вам сейчас не буду там все модели так показывать. Я выберу 3 модели для того, чтобы мы в будущем, соответственно, когда нам необходимо выполнить ту или иную задачу, мы обращались к той модели, которая нам необходима. Дальше, так как мы будем создавать еще одного AI-помощника, который уже будет на основе данных от той или иной модели создавать, соответственно, выполнять задания, нам необходимо прописать следующий промпт. Ты должен передавать запрос пользователя и решать, какую модель использовать, используя структурированный JSON-объект, как показано ниже. Сейчас пока это оставим, то есть мы пока сохраним и здесь создадим новую модель, нового агента, и этот агент, соответственно, будет решать задачу. То есть если этот агент, он решает задачу, какую он выбирает нам агента, выбирает модель. С помощью модели рассуждения от ChatGPT, от Rimini High, он будет выбирать, соответственно, модель, сохранять данные в базу данных. Этот же агент уже будет давать конечный ответ. Конечный ответ. То есть этот агент, он будет давать конечный агент. Но для того, чтобы он давал конечный агент, нам здесь необходимо выбрать Define Below. И сейчас пока здесь оставим, ничего прописывать не будем. Нажимаем «Сохранить». И здесь также выбираем Open Router Chat модель. Выбираем аккаунт и все. Пока мы здесь тоже ничего не прописываем. Нажимаем «Сохранить». То есть как сейчас будет выглядеть
выглядеть ответ. То есть наш первый ассистент выберет модель, а этот уже ассистент, он будет использовать эту модель для, соответственно, ответа. Что нам необходимо здесь еще дописать в промпте? Нам необходимо сказать ему, какой должен быть формат вывода. Формат вывода. То есть нам необходимо прописать, как он должен отвечать. Я здесь специально оставил на русском языке, сейчас я это уберу. Значит, JSON, структура объекта. Я не программист, ребят, я не знаю, как правильно читается. Поэтому, если я ошибся, пожалуйста, в комментариях меня поправьте. Структура. Запрос пользователя здесь, выбранная модель здесь. То есть вот он так выглядит. Запрос пользователя здесь, выбранная модель, соответственно, будет здесь. Все. И в конце нам еще необходимо дописать примеры, то есть как он должен выводить. Например, у нас есть запрос найти в интернете свежие новости по искусственному интеллекту в маркетинге. Какую модель использовать? Perplexity Sonar. Вот у нас есть Perplexity Sonar, и он будет модель использовать Perplexity Sonar, когда нужно найти что-то в интернете. То есть мы ему показываем примеры ответов, которые нам нужны от него. Следующее. Создать контент-план для фитнес-тренера на неделю, чтобы набирать больше подписчиков в Instagram. OpenAI, O3 Mini High, он должен использовать эту модель. Напиши код для создания игры Tetris на Python. Соответственно, он должен использовать модель Claude 3.7 Sonnet. Все, то есть мы ему показали, какие ответы мы от него ждем, мы ему показали, какие варианты к нему запросов могут поступать и какую модель для того или иного запроса он должен выбрать. Единственное, нам необходимо добавить еще ответ вывода. Для этого мы выбираем вот этот вот тумблер, он здесь у вас по умолчанию включен. И, соответственно, включить нам необходимо парсер. Мы нажимаем Output Parser и включаем вот этот вот выходящий парсер. Мы его включаем сюда, и вот смотрите, вот это вот нам нужно элемент заменить на наш вот этот вот JSON файл, который мы создали здесь. То есть мы берем вот этот, копируем эти данные, и сюда вот в раздел парсера мы сюда его как раз и вставляем. Формат вывода ответа от ChatGPT. Все. У нас наш AI-агент этот готов. Давайте пока вот этого деактивируем, сохраним. И, соответственно, откроем чат для того, чтобы протестировать. Я его спрашиваю найти в интернете свежие новости об ИИ за эту неделю. Скорее всего, если он видит запрос, что необходимо что-то найти в интернете, он, скорее всего, будет обращаться именно к Perplexity. Смотрите, да, вот он сейчас начинает работу, он выбирает агента и выдал нам ответ. То есть найти в интернете свежие новости об ИИ за эту неделю, модель Perplexity Sonar. То есть на выходе он сюда отдал данные, что для этого запроса необходимо будет использовать Perplexity Sonar. То есть мы можем посмотреть, найти в интернете свежие новости об ИИ за эту неделю Perplexity Sonar. То есть он будет использовать Perplexity Sonar. Отлично. Здесь нам необходимо сейчас, то есть какие данные в него заходят. Здесь нам необходимо, вот еще раз повторюсь, нужно выбрать Define Below и текст. Текст, который в него заходит. Текст как раз и будет вот этот вот запрос. Запрос найти в интернете свежие новости об ИИ за эту неделю. Хорошо, здесь больше нам ничего не нужно. То есть главное, чтобы в него поступал правильный запрос, который будет уже обрабатываться. А здесь нам необходимо выбрать, какую модель выбрать. Мы выбираем динамическую, выбираем вот этот вот раздел, это динамическая модель выбора. То есть он в зависимости от того, что предыдущий наш AI-агент посоветовал использовать в качестве модели, он будет, соответственно, выбирать эту модель всегда. То есть здесь будет прописана правильная модель для выбора. Мы не вручную ее выбираем, а мы будем с помощью вот этого AI-бота его выбирать. Все, здесь, значит, мы активируем модель, и здесь то же самое. Мы активируем. Единственное, нам необходимо прописать память. Мы выбираем память, и здесь в качестве памяти мы выбираем, что это будет вручная память. И здесь в качестве ключа мы выбираем нашу первую память, то есть наш первый выход. Вот, ID сессии. Все, хорошо. То есть все он здесь в эту память сохраняет. Нажимаем Save, и теперь у нас все. Мы создали, соответственно, с вами этих
этот ответ. Значит, мы нажимаем «Сохранить». Давайте нажмем «Новый чат», либо даже «Продолжим». И смотрите, вот он дал ему информацию, что необходимо выбрать Perplexity для вывода ответа. Все. И на выходе мы получаем свежие новости. Давайте откроем чат. Нет, сюда он найти свежие новости об интернете. В интернете, но это на новый запрос. И на выходе мы получаем вот некоторые новости об ИИ за эту неделю. Использование ИИ в МТС. МТС сообщил, что доля кода, написанного нейросетями, вырастет до 25%. Да, мобайл выставка в фокусе внимания привела открытие экосистемы. Конференция по ИИ цифровизации в России. Все, он выбрал ту модель. Ограничения для DeepSeek. Белый дом рассматривает возможность ограничения использования ChatGPT, чат-ботов DeepSeek. То есть все, он выбрал модель Perplexity, и Perplexity ответил на эту модель. То же самое мы можем выбирать, написать, например, ему, давайте новый, да, напиши код для Tetris на Python. И смотрите, он сейчас, мы можем посмотреть, да, как он работает. То есть он нам напиши код, и он выбрал модель, где? Вот, Claude 3.7 Sonnet. Напиши код для Tetris на Python. Anthropic Claude 3.7 Sonnet. То есть он выбрал эту модель, и сейчас нам прямо в этот чат напишет полноценный код. Но я этот чат вам показываю чисто для теста. И мы сюда в любом случае будем использовать. То есть если мы будем подключать Telegram, то мы, соответственно, сюда просто вставим Telegram и давайте дождемся от него ответа. Да, вот он нам сгенерировал полноценный ответ. Мы сюда, ну и, соответственно, таким образом он работает. То есть мы сюда подключим в дальнейшем там Telegram, либо подключим нашего главного ассистента, который к нему будет обращаться, и уже там в дальнейшем с этим взаимодействовать. Наша основная задача была построить именно вот эти вот выбор динамической модели для искусственного интеллекта. Прописать промпт, и теперь у нас есть такой крутой, мне кажется, незаменимый помощник. Ну и давайте его сейчас подключим к Telegram. Для того, чтобы наглядно показать, как это все выглядит. Вот, мы выбираем сюда Telegram, наш заранее проделанный блок. И на выходе, чтобы он нам тоже давал ответ в Telegram. И теперь мы можем, сейчас только посмотрим, какой бот сюда подключен. Третий, главный аккаунт. И давайте протестим, как это будет работать в Telegram. То есть мы заходим в этого бота. Напиши 3 главные новости, которые произошли в теме искусственного интеллекта за прошлую неделю. Ну, такой запрос ему зададим. Давайте посмотрим, что он будет делать. То есть он обращается выбрал модель. Можем посмотреть, да, какую модель он выбрал здесь. Perplexity. Все верно. И дал нам ответ. Давайте посмотрим, что он ответил. За прошлую неделю в области искусственного интеллекта произошли следующие ключевые события. И, соответственно, расписал нам те ключевые события, которые произошли за прошлую неделю. Вот таким вот образом работает вся эта система. Если вы хотите скачать, не заморачиваться, скачать весь шаблон, он будет у вас вот в таком вот виде. Шаблон находится в Телеграме, в первом закрепленном сообщении под этим видео. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой канал, подпишитесь на Телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном сообщении. С вами был Игорь Зуевич. Изучайте искусственный интеллект, изучайте сервис N8N. Пока.